Так, господа, начинаем наш ежедневный обзор курса доллар-рубля. И смотрите, с чего бы я хотел начать. Ну, во-первых, господа, я всегда говорил, время покажет, кто прав. Я вам говорил, что 70-50 мы идем в эту сторону. Ну, вот почти 70-50 мы достигли. Если посмотрим на Форексе, то это было 70-50. Ровно то, о чем я вам говорил. А дальше смотрите, что бы я хотел вам рассказать. Я бы вам хотел показать, опять в очередной раз, во-первых, подтверждение работы этого механизма, а во-вторых, как работать с данными, да, то есть это будет интересно не только тем, кто, скажем так, торгует, этим однозначно будет интересно, а те, кто даже просто как бы смотрит новости, читает их, да, пытается самому составить какой-то анализ. Вот смотрите, я вам сейчас покажу живой пример. Смотрите, помните, вчера я вам говорил по поводу Ирана, да, смотрите. Читаем. Непонятно, что именно происходит в Иране, но любая эскалация в регионе грозит рисками перебоек поставок. Это то, о чем я вам рассказывал по поводу нефти, да? Теперь смотрите дальше. Возьмем сейчас американский рынок, посмотрим. Смотрите. Акции снизились в понедельник, так как инвесторы стали проявлять осторожность в преддверии богатой событий недели, которые включают в себя решение Федеральной резервной системы по процентной ставке, множество доходов от крупных технологических компаний. NASDAQ пережил худший день. Вот смотрите, господа, вот это все лапша на уши. Вот это все лапша на уши. Чтобы вы на следующее время, когда будете смотреть информацию, то умели ее определять. Вот смотрите, да. Вот здесь, во-первых, я вам сразу об этом сказал, об этом событии, да. Вот это вот называется эмпирическим путем объяснять то, что произошло на самом деле. Вот эта вся ситуация, то, что здесь описано, это все абсолютное фуфло. А смотрите, какая реальность, господа. Мы идем к нашему механизму и приходим прежде всего на цены на нефть. Смотрите, когда произошла ситуация с Ираном, обратите внимание, это было в выходные, помните, да? Смотрите, что происходит. Нефть резко выросла. Резко выросла. Что происходит с долларом, с индексом доллара? Он тоже резко пошел вверх. Он тоже пошел вверх. И он начал вначале просто сдерживать нефть. Вот до 13.30 практически было просто сдерживание. Небольшой диапазон был. И нефть, как вы видите, сразу потихонечку начала постепенно снижаться. Тем более там начали быть сразу разговоры о том, что в Иране на самом деле прошли землетрясения, там 5-е и 10-е. И, соответственно, типа вот эта вот вся ситуация с напряженностью, она постепенно стала уходить в сторону. Более того, господа, смотрите, я вам покажу сейчас американский рынок. Это сейчас сегодня очень будет показательно, потому что действительно сегодня эти события очень хорошо демонстрируют. Смотрите, S&P 500 в начале начал постепенно снижаться. Снижаться, потому что, почему? Правильно, возвращаемся сюда. DXY начал расти, про что я вам и говорил. Индекс доллара начал укрепляться. Дальше, смотрите, на нефти, как мы видим, постепенное пошло снижение. И к моменту на 16.30, сейчас увидим, как это происходило, смотрите, к моменту на 13.30 непосредственно по DXY пошел резкий взлет. А к 16.30 он пришел в небольшую коррекцию. То есть он увидел, что нефть отреагировала, вот видите, отреагировала от 13.30, вот в этот маленький период, от 13.30 до 3. Вот она была в начале попытки еще расти, а потом раз, и они тут же остановились, потому что DXY начал ее давить. Но этого было недостаточно. Притом американский рынок в этот момент, господа, он собирался идти на взлет. Смотрите, 13.30 смотрим. И от 3 часов пошел взлет. Американский рынок думал, сейчас все будет хорошо. Все как бы сейчас положительно. И, соответственно, все ожидания с прошлой недели. Мы уходили на 4.80 там. И все ждали прям, сейчас пойдет взлет. Все прям, все хорошо в американском рынке. И тут что происходит? DXY после 16.30 уходит просто во взлет. Про что я вам и предупреждал, и говорил, что 102.3 и туда выше, в районе 103, мы вполне можем вернуться. Смотрите, от 16.30 пошло жесткое давление. Что произошло с нефтью в 16.30? Смотрите, полный обвал. Полный обвал. Была попытка еще раз корректироваться, и в итоге опять все равно додавили. Потому что DXY продолжал расти. Смотрите, он все продолжал. Вот здесь в районе 19.30, в районе 20, наверное, ну почти 20, да, была небольшая коррекция.
И нефть тоже так немножечко, да, она вначале вот подходила кверху, а потом немножко тоже пошла вниз. И потом вот он был задерт небольшой. И после этого она опять уходит вниз. Далее, с американским рынком, господа, все, его раздавили и погнали вниз. И вот эта вот эпопея, которую нам вот здесь рассказывают, акции снизили в понедельник, так как инвесторы стали проявлять осторожность, да все это чушь. Просто чушь. Вот он, весь механизм. Индекс доллара просто раздавил. Они начали сразу поднимать DXY, и, соответственно, американский рынок просто поехал вниз. Просто поехал вниз. Теперь возвращаемся к доллару-рублю. Ну, естественно, все то же самое было отработано и здесь. 13.30, вот у нас, в начале доллар-рубль торговался в небольшом диапазоне, вот он, да? А потом от 13.30, все, как только DXY начал лютовать, в районе 3 часов, вот смотрите, 3 часа, берем DXY, 3 часа, вот он дошел до пика и стал давать небольшое послабление, коррекцию. Что, собственно говоря, мы здесь также видим, вот она, эта коррекция. И дальше индекс доллара пошел дальше расти, ну и вот он, пробой 70 и выход в сторону 70-50. Вот смотрите, до 70-50 по Форексу мы дошли. Вот и все, господа. Никакие вот эти вот все заявления, пустоголовые абсолютно, это просто вот для тех, кто не понимает. А многие же как раз и блогеры, и всякие там аналитики, они же вот на этой каше все вот эти все прогнозы, которые они вам там пишут, в телеграм-каналах многих и так далее, они же вот здесь вот читают, и потом все это выкладывают и выдают, как говорится, за свои какие-то взгляды и прочее. А по факту все очень просто. Вот он, DXY, который просто тупо раздавил цены. Непосредственно на нефть, вначале нефть сбросил, а потом, собственно говоря, и, соответственно, пошел вместе с ним американский рынок. Все было абсолютно банально и просто. Исходя из этого, господа, какие мы можем сделать выводы? Смотрите, возвращаемся на облигации. Облигации видите где? Двухлетки. Они практически на пике, 4,24, они продолжают расти. Что происходит с десятилетками? Смотрите. На 3,546. А если мы сейчас посмотрим вот здесь, опять же на Bloomberg, например, том же, да, то у нас тут будут рассказывать про ставку на 0,25%. Сейчас я вам найду даже. Сейчас будут говорить все равно о ставке на 0,25%. Нет, здесь уже не говорят. Но там в других абсолютно любой статье возьмите, и вы увидите, что там будут разговоры про 0,25%. Но, глядя на вот эти показания, да, облигации растут, индекс доллара на максимуме, какие могут быть здесь 0,25%. Обычно такое поведение, когда наоборот закладывают более высокую ставку. Это к вопросу о том, что я вам рассказывал все это время. То есть вероятность повышения ставок до 0,50 опять оцениваю высокой. Рост доллара как раз это подтверждает. Цены на нефть, которые соответственно ждут ОПЕК, да, плюс еще, смотрите, мы как говорили, недельные запасы института IPI, заседание ОПЕК и запасы нефти в США, и потом только ставка ФРС США. Нефть, естественно, ждет этого. Она ждет, когда выйдут данные по ОПЕК, какие будут после этого, соответственно, заявки, и дальше, соответственно, какие идут запасы. Если мы посмотрим, смотрите, нефть на самом деле, ее давили, да, ее выдавили даже ниже 86. Это очень важно было сделать для США, потому что когда, скажем так, выйдут, допустим, запасы, возможно, они их даже уже видят, скорее всего, и они понимают, что нефть, реакция резко пойдет вверх. Для того, чтобы она сразу не разогналась с пробоем на 89, они это делают заранее, они ее опускают, корректируют, и это будет, естественно, зона вот этого 82-84, как я вам уже говорил, что сюда они будут пытаться ее гнать. Смотрите, в принципе, цель тоже указывает на 82, а как только выйдет ситуация как раз с заседанием ОПЕК, и как только выйдут запасы, вот тут есть сразу риск пробить 86 и выйти на 89. А дальше она, естественно, стремится на 92-94, но ее уже опускают заранее. Поэтому вероятность пробоя 89 они стараются снизить. Вот что происходит. Понятное дело, что на американском рынке сейчас еще возникает ожидание отчетов компаний, я уже говорил, крупняк будет отчитываться, довольно крупные компании, которые влияют достаточно сильно на индекс.
тут же S&P, NASDAQ и прочее. И поэтому, естественно, они тоже будут вносить свою лепту с точки зрения либо поддержки рынка, либо возможного его дальнейшего опускания. Но мы видим, что на самом деле, вот смотрите, сегодня по фьючу, да, сейчас покажу вот здесь, да, после доллара-рубля, вот он, мы в итоге за 4.20 закрепились. Но у нас появился недохай, господа, да? То есть, если у нас до этого был 4.90, то мы в этот раз достигли только 4.60. А это говорит о том, что уже технически мы начинаем смотреть вниз. Да, 4.20 закрепили, это очень хорошо. Так что здесь, скорее всего, будет какой-то рейндж. Почему я это все говорю? Это все касается того, насколько будет дальше укрепляться доллар. В принципе, все, что я вам сказал, как вы видите, все происходит. Вот эти лои подтягивающиеся, я вам сразу сказал, что все это говорит о том, что доллар идет вверх. И, соответственно, по всем валютам, смотрите, да, доллар-рубль, сейчас смотрим, опять уже по Форексу. Кстати, смотрите, я вам, помните, сказал, что вот этот хвост, я увидел его на евро, вот смотрите, вот этот хвост был, о, помните? И я вам сказал, была тогда прям попытка выйти на 75. Я вам сказал, что после этого, как правило, идет еще выше. Вот, видите, вот как здесь было, да? Здесь то же самое, смотрите, два вот таких хвоста было, да? И в эти выходные мы смотрели, там тоже была попытка вроде бы какого-то отката. И как мы видим, он еще уходит выше. То же самое происходит со всеми. Смотрите, юань уходил на 10,2, в итоге он выходит на 10,4 и 10,3, 10,4. Это ровно то, о чем я вам говорил, что туда мы, собственно говоря, и двигаемся. И если мы уже теперь смотрим тогда по коридорно, то смотрите, получается, это у нас 5-минутка, сейчас, одну секунду. Юань у нас, получается, как раз выходит в зону 10,5, то есть, скорее всего, будет закрепление 10,3 и выход в зону 10,5. Дальше, по евро, соответственно, мы закрепляем 76 и выход будет к 78. А по доллару пробой 70-50 и в сторону 71-72. Как минимум до 71 дойдем. Насчет 72 пока под вопросом. Если смотреть по уровням, то здесь тоже такая же картина вырисовывается. Смотрите, по юаню. Это как раз 10.40, 10.45. Это сильное, довольно достаточное сопротивление. Если его пробьет, то уже будет вероятность выхода и на 10.50, и на 10.60. Цены на нефть растут, господа. И это однозначно будет происходить. Поэтому, естественно, ставки будут повышаться. Тем более, смотрите, Европа заявила сразу о 0,50 базисных пунктов. Это немаловажно, потому что Европа следует за США. А США стали говорить о 0,25. Я в это поэтому заразу говорю, не верю. Я больше чем уверен, что будет 0,50. Но если все-таки они сделают 0,25, то это будет своего рода манипуляция. Все равно просто они как бы это делают для того, чтобы не уронить рынок. Но тот же индекс доллара не будет давать расти. Теперь смотрите, по евро, еще раз здесь тоже, да, у нас получается 76 закрепление и движение в сторону 78-79. Там очень плотное уже сопротивление. И, соответственно, по доллару-рублю, как я уже сказал, 70-50 пробиваем. Вот он, смотрите, уровень сопротивления в районе 71-40. А все цели указывают в районе 72-72,5. Вот какая сейчас может быть динамика. Я вам сразу сказал, что перед ставкой вот это вот все будет вот такая вот ожидательная, постепенная динамика, но она все равно идет вверх. Я вас сразу предупреждил, никакие НДПИ там не помогут, что в любом случае доллар будет укрепляться, никаких сильных там укреплений в сторону рубля не получится, никакие продажи экспортной выручки не помогут, и здесь именно так все это дело, господа, и происходит. Ну вот, собственно говоря, наверное, все, что я вам хотел показать. Еще раз говорю, относитесь очень аккуратно ко всей вот этой информации во всяких сайтах там и прочее, да. Еще раз напоминаю, что все это делается прежде всего в рамках того, чтобы вас направить по определенному пути. Никто вам правду не расскажет. Это только можно сделать самому, провести, если знаешь, как аналитику. Вот. Поэтому, как бы, те, кто интересуется не только курсом доллара-рубля, то подписывайтесь на наш телеграм-канал Trader Club, анализ акций. Также у нас там есть YouTube-канал, вы в нем можете также принимать участие в прямых эфирах, задавать свои вопросы, даже могу всегда подсказать вам по вашим позициям. Вот. Ну и, соответственно, напоминаю, что, естественно, мы эту неделю будем подводить в пятницу. Каждый день будем снимать ролики, и я буду рассказывать, какие как события будут влиять. Я вам сразу сказал, что здесь не все события отражены, а оставил только самый основной костяк. На самом деле, каждый день тут есть какие события, которые могут влиять. И мы видим, да, что буквально, может быть,
быть там несколько дней вообще никаких движений, а потом резкий выход. Это вот к вопросу о том, что, а что, собственно говоря, там наблюдать. Потому что курс плавающий, я вам об этом говорил. Но надо учитывать, что, конечно, у нас есть сейчас бюджетное правило, которое определенным образом может его корректировать. Но все говорит о том, что мы все-таки закрепим более высокую зону, то есть 71, 72, скорее всего. Вот. Ну и, соответственно, в воскресенье, естественно, подведем итоги непосредственно, вернее, не в воскресенье, простите, в пятницу всей этой недели. А в воскресенье, соответственно, я уже снимаю новый обзор следующей недели. Там будет тоже достаточно много событий, но стартовое, господа, начнется все с этой среды. На этом, господа, заканчиваю. Еще раз напоминаю, подписывайтесь на нас и будьте в курсе.